Всем привет! В эфире Привет. Валидатор ММС. Мы сегодня собрались с ребятами, чтобы обсудить экономику, вопрос, что такое деньги и, конечно же, последние новости Космос Экосистем. Привет! Здорово! Давно не виделись, как говорится. Да, буквально 3 минуты буквально. Да. Деньги, дамы и господа, неизменно обладают двумя качествами. Их должно быть трудно подделать, и они должны быть трудно добываемы. Поэтому исторически это было золотом, либо то или иное эквивалент, бумажка, обеспеченная этим золотом. Но по большому счету деньги это то, что отображает ценность и сообщает, кто ей владеет. То есть если у меня находится купюра или монета, или в данном моменте счет на карте, значит я обладатель этой ценности. То есть получается это набор данных. Сколько ценностей и у кого. Исторически золото имеет какой-то ограниченный свой запас, и его можно посчитать и так далее. Пока не на сцену не появился его величество кредит. И то, что мы сейчас называем деньгами, 70% от этого это кредит. То есть люди стали тратить обещание вернуть деньги с процентами, как сами деньги. И это пузырь, который неизбежно в какой-то момент должен лопнуть. 2008 год появляется биткоин. Невозможно подделать, трудно добыть, и абсолютно точно во веки веков известно, где находится каждая сатошинка. Но все-таки кредит это не только чистое зло, потому что он плох только тогда, когда ты покупаешь что-то ненужное. Если ты покупаешь какую-то технику для производства больше блага для других и для себя, то это хорошо. Соответственно, нам нужны все эти инструменты финансовые, взаимокредитование и так далее. Так появился эфир и смарт-контракты, где расположились все привычные, известные нам инструменты оборота денег и схем доходности. В чем главный минус нынешней экономической системы? Это Центральный банк и ФРС, которые в очень узком кругу лиц полностью контролируют эту экономическую машину. Выпуск денег, инфляцию, дефляцию. Это известные костыли, чтобы пузырик продержался дольше. Но у нас есть следующий шаг всей этой экономической машины в виде децентрализованной экономики. Поехали разбираться. Такой был спич, что я аж в космос, мне кажется, улетел и слишком тебя заслушался, честно говоря. Но могу вот от себя добавить, как бы ты в конце сказал про то, что появилась децентрализация, и что-то вот поменялось. На мой взгляд, пока что ничего не поменялось, и вот этим вот условно твоим, как ты выразился, пузырем, инфляция, дефляция и так далее, ну, то есть до сих пор кто-то управляет, то есть за место ЦБ теперь, ну, уже другие как бы люди это делают, но по факту оно пока что на данный момент, ну, является точно так же, но это, само собой, мой взгляд. Ну, Вот. имеется в виду пузырь, что если кредитные деньги начинают требовать вернуть, Я понимаю, то их нету. я понимаю, я Вот. понимаю. Ну, сколько сатош, сколько биткоинов есть, они всегда есть. Как бы. В этом большая разница, я считаю. Что у нас в DeFi сейчас вот по космосу, ребят? Ну, давайте начнем обсуждать. То есть, подытожив это все, мы можем сказать, что экономика в целом это система управления, как и в обычном мире, так и в децентрализованном мире. Это система управления, которая оценивает, распределяет цифровые активы. То есть, в криптопроектах это что у нас в первую очередь? Это правильная токеномика, правильно выстроенная экономика, заранее там, написанная, так сказать, в white paper каждого проекта, и мы заранее можем сразу определить, насколько проект экономически подкован. В хорошем случае описанное. Да, в хорошем случае описано, а не быстро состряпано или тем более форкнуто от кого-то. Вот. Ну что, мы, наверное, начнем с какого-нибудь проекта интересного. Да, я вот хочу рассказать о очень важном в экосистеме космос проекте Evmos, нашим любимым стражником Эферминта. Evmos в этом году выпустил манифест в феврале. И знаете, самая центральная такая фишка, что Evmos'у хочется верить. Вот они так красиво раскладывают, вот, ну, почему это ценность, почему нам нужен Evmos. То есть основной постулат держится на чем? Что у нас есть EVM, Ethereum Virtual Machine, и она очень гибкая и тонко настраиваема, то есть она программируема. И у нас есть IBC, Interblockchain Communication, который очень круто связан, то есть легко. У нас нету костылей, мостов, там, я вот ожидаю, когда вот можно будет channel не вводить, а по-моему даже уже
зачатки есть. То есть просто, чтобы можно было свой же адрес Осмо там ввести, я там пошел, ты уже не спрашивай там канал, не надо указывать и так далее. Я вот очень жду, это будет прям победа полная. Вот, и получается, Evmos, по идее, объединяет вот эту вот всю гибкость программирования EVM и эфира с вот этим вот взаимосвязанностью космоса, потому что это на данный момент единственный интернет блокчейнов, то есть никто не добился такой же интероперабельности. И по идее на стыке этого всего должно родиться вот наконец-то вот то самое Web3, деньги интернета, что хочешь, куда хочешь, как хочешь, все везде, без костылей, мостов, взломов, излишних, в общем, телодвижений. Вот. Помимо этого манифеста, рекомендую к прочтению, оставлю ссылочку в описании. Помимо манифеста, Evmos запартнерился с проектом Tashi. Это очередной протокол кредит заимствования, кредит заема. На данный момент Tashi выглядит немножко хайпажорами, то есть там есть сайт, где написано подписаться на airdrop и пройти курс, короче, вот все. То есть пока они как будто бы впаривают свой токен, ну не знаю, впаривают, не впаривают. Ребята вроде бы опытные, но выглядит все это немножечко с золотым налетом. Смотри, у меня вопрос. Ты говоришь... Секундочку, пока не забыл. Это, между прочим, бывшие участники Moonwell проекта, что интересно. Ну, кстати, мне нравится Moonwell, нормальный проект. Конечно, он там на дне сейчас, но тем не менее... Ну, какая у нас пример? Вот у меня вопрос, смотри, кстати. Ты говоришь, что вот как бы хочется ему верить, а до этого ты не... Ну, то есть ты типа не веришь, вот до манифеста ты там Evmos условно или в Evmos ты не верил. То есть и в чем причина? Причина потому, что его токен укатан в дно, или как? Вот, то есть мнение твое какое по этому поводу? Почему вот именно ты говоришь, хочется верить, а не я верю там, и, ну, то есть... Я понял твой вопрос, очень хороший, кстати, вопрос, потому что это действительно интересный момент. Как только Evmos о себе заявил еще до рект-дропа, это официальное название. Я понимаю, но это просто правда смешно звучит. Блин, почему мы им не поверили, это рект. Я, естественно, делал обзор на Evmos, обзор на токеномику, то есть читал, вдохновлялся и уверовал на все 100% своего депо. Это, кстати, тоже ошибка. Уверовал на все 100. Да, и даже Загрузил по полной. 300% как бы APU меня никак не смутило, и я до последнего держу. Я тоже и держу. буду держать. То есть я изначально поверил, потому что на бумаге все круто. Какая у меня есть критика в сторону Evmos? То есть у нас есть какой-то там Dex Diffusion, у нас есть, собственно, сам сайт Evmos, куда я там, например, со Osmosis вывожу все эти Evmos, то есть... Я понял, и он до через сих Костыль, пор, ну блин, ребята, я понимаю, что вы кодеры, респект вам, вообще все классно, вот замечательно, то есть у Evmos крутые разработчики, крутое комьюнити, но юзер-интерфейс, это же, ну вот мы здесь пользователи, мы хотим, чтобы это было не кровь из глаз, как бы, и троило. То есть раньше это еще и не работало очень долго. Да, то есть, ну вот такая критика. То есть теория, она просто на 100% кристально ясная, нужная, понятная. Хочется больше видеть проектов на Evmos. И, кстати, у меня есть новость в эту тему. У них есть обновление, называется API-ROM. С греческого переводится как безграничный. В этом обновлении как раз-то и должно быть интеграция вот этого вот программируемости EVM, интероперабельности ABC. То есть это будет модули и Dap Store. То есть и свой SDK удобный. То есть это наконец-то там, не знаю, разработчикам, всем разработчикам будет легко и удобно развернуться на Evmos. Соединиться с общей ликвидностью, а юзеров они хотят привлекать всем удобным способом, то есть App Store. Ну, мы уже все привыкли. А кроме Evmos, ну, я так понимаю, никто не может перекинуть эфир с EVM типа в космос, только Evmos это может, да, сделать? Почему? Через Нет, Evmos. Нет, у нас есть модуль Cosmos SDK, он называется Fermint. Туда очень много внес Evmos. Могу ошибаться, но вроде даже изначально, то есть их разработка, ну, в львиной доле точно. То есть, и это же, естественно, космос, это open source. Ну, конечно. Ну, то есть, Юми и так далее. То есть, этот свободный модуль, можешь его просто себе добавить в код и соединен. Ну да, главный вопрос того, что насколько космосу нужен эфир и насколько эфиру нужен космос. Скорее, насколько эфиру нужен космос. Это примерно как 1 миллиард долларов, насколько он нуждается в 300, или насколько 300 миллиардов долларов нуждается в одном.
Ну, это если вот сугубо материально посмотреть. А так, конечно же, ну, то есть это экосистемы, и их, да все экосистемы крипты надо объединять. Ну Потому да. что, ну, что бы тебе не нравилось, где бы тебе не нравились фишки, возможность, то есть переходить, перетекать. Ну, кто-то что-то выпустил, кто-то чем-то переиграл там. Ну, вот зачем тебе там делать лишние манипуляции, когда ты можешь сразу прийти с тем, что ты есть, куда ты хочешь. Вот. Ну, конечно, как и в обычном мире, ты должен, там, не знаю, свою рупию в любом месте обменять на доллар. Да, Или то там есть доллар обменять на тугрик какой-то. Вот я, Это же кстати, обычные такие, ну, блин, классические инструменты. Просто ты живешь в разных странах, у вас разная валюта. Это то вот же я, самое. я именно так, кстати, и воспринимаю крипту, типа, что каждый блокчейн это просто какая-то страна, и вот когда ты перелетаешь из страны в страну, тебе нужно разменять кэш там, да, и поэтому, то есть, пока что в крипте это вот, ну, условно костыли, как и в обычной жизни в Web2, то есть тебе нужно условно дойти до обменника, дать бакс, там тебе пересчитают по какому-то курсу, дадут там, не знаю, рубль, рупию, лишь бы карту не да, заживала. да, там и так далее. Вот сейчас, ну, на мой взгляд, это примерно так же сейчас выглядит и в крипте. Но мы стремимся к тому, чтобы вот у меня условно был телефон, и неважно, где я нахожусь, там, я не знаю, в России, на Бали или в Америке, я просто беру и оплачиваю то, что я хочу, И, не применяя никаких костылей к и также этому. неважно, находишься ты в Polkadot космосе или в эфире. Ну да. Да, то есть, да, это вот точно так же. Ну, Вот. то есть, по сути, мы же сейчас можем просто по платежному шлюзу классическому там кинуть рупию, мы в Индонезии, поэтому про рупию говорю, ладно, неважно, кинуть рубль, а он там в евро сам конвертнет, потому что ну, у них там все рассчитано. Да. И даже если это сайт, который работает с евро, ты платишь рублем, он его примет. И это Да, офигенно удобно. Раньше так да. было нельзя, а теперь должно быть еще следующий шаг, еще круче. А, Еще круче, да. когда это будет все блокчейном, потому что не будет третьих лиц, которые будут тебе проценты за конверт Кардеров, валюты да. брать адский. Кардеров, ну, кстати, американская банковская система больше всего страдает до сих пор от кардеров, потому что она первой возникла, и ее очень сложно обновить. Поэтому ее до сих пор легче всего обчистить. Ну, это как бабки Western Union, вот Да. это вот, типа, сегодня отослал, через неделю пришли. Вы До знаете, корабля Да. доживем до момента, когда возле банков будут стоять типы и такие, типа, Меняла битка. не хочешь битка привзять или что-то у тебя, атома, может быть, что-то, может, интересует? Курс нормальный, я тебе отвечаю, в банк не ходи, не надо. В эти блокчейны не ходи, не надо. А куда ходить? По сайтам, типа, это прогулка типа- по Подожди, это по типа если приложухам. урегулируют настолько, что вот так вот Да. атомом торгуют уже Да. из-под плаща, знаешь, там. Это как, помнишь, у нас в нашем городе эта инфа была аж прям по центральному телевидению, цыгане какие-то, короче, золотые монетки битка продавали. Да. И кто-то попался на это. Я, как это, чуть-чуть введу в курс дела, да, я из определенного города, не будем, да, называть его, энный город, там в какой-то момент мужик получил зарплату на заводе, вышел на главной площади в городе, и к нему подлетели цыгане, говорят, слушай, смотри, старина, вот биток целый, он говорит, вау, как это биток? Он говорит, да, вот давай тебе отдам там типа за 15 тысяч рублей, бери. Можешь посмотреть, открыть в интернете, он стоит гораздо дороже. Мужик постоял, подумал, а он зарплату получил 20 тысяч рублей. Купил у цыган биток за 15, домой принес, говорит, жена, смотри, я биткоин купил. Как бы, смотри, мы теперь богаты. Она Теперь смотрит, я инвестор. да, она смотрит, что это просто с Алиэкспресса за 3,50, ну, монетка сувенирная. Говорит, Дима, ты дурак. Ты инвестор. Да, ты инвестор. Вот это вот так выглядит. Очень смешная история из моего города. Вот так вот, господа. В общем, И дамы. если серьезно про Эвмос вот подытожить, то еще у них прошел в токеномике заложен механизм Half-Life, то есть своеобразный халвинг. Вот, то есть, Доктор Фриман. да, я жду все-таки оживления экосистемы, новых проектов благодаря этому Эвмос SDK. Dap Store, там определенных у них есть наработки для браузерной интеграции, то есть, и, ну, то есть, эмиссия и выпуск Эвмоса сокращается при этом. Я слежу, жду, усредняюсь. На этом у меня... Слушай, я на самом деле с тобой, ну, как бы соглашусь условно. На самом деле Эвмос классный проект, крутой, то, что там он на дне, ну, он на дне, все на дне. Ну, как бы, знаешь, можно там бесконечно говорить, что вот, я там закупился на хаях, а теперь он лежит, проект говно. Нет, не говно. Там хорошие разработчики, хорошие технологии. Открываешь GitHub, ребята там ведут какие-то разработки, вот ты говоришь, манифест там вышел, то есть я в целом относительно тоже за ним как не слежу, но послеживаю, то есть холджу, токены, они у меня давно лежат, ну и мне кажется, нормально, он еще очень хорошо себя покажет, вот в
в дальнейшем цикле, скажем так. Вот, на мой взгляд, будет именно так вот. То есть этот проект еще себя покажет. Потому что главное это разработчики. Да, безусловно. А я думал, главное это юзеры. Главное это ценность, то, что если он несет Главное, ценность и чтоб решает всё какую-то работало. проблему, а он действительно решает проблему, то есть типа связи с ЭВМ. То есть, а ЭВМ необходим космосу, потому что это дополнительная огромная пачка ликвидности просто, которую можно заносить, там стейкать и что угодно делать. Вот тебе и пользовательский интерес. Да, в целом они друг другу нужны, поэтому и Это- Элмос нужен. Вы То есть про космос про эфир нужен. вспомнили? Знаете, я давно не слышал никаких новостей, а вот это что, мы запускаем новый блокчейн, и это будет убийца эфира. А. Мы его убьем, у нас будет лучший блокчейн. Все- Я уже давно не слышал все- таких новостей, кстати. Все вот. убийцы эфира, видимо, перевелись. Да. Как бы старина эфир, типа все давно забывают, что он тоже пилится, и там, ну, типа, не остановлена работа, он еще как бы даст всем, ну, типа, жгута точно. Как бы, ну, подождем, посмотрим. Мы про космос вообще говорим, так что эфир как-нибудь в другой раз обсудим. Обязательно, кстати. Так, ну что, я с Элмосом подытожил. Что там, Вован? Что там? космосе? Что там в космосе? Слушай, я вообще хотел поговорить и вспомнить о таких проектах, о двух. На мой взгляд, они очень сильно похожи, на самом деле, очень причем во многом. Это у нас Omniflix и Territory. Слушай, его тоже знаю. Вот, то есть я хотел, да, поговорить с вами об этих двух проектах. Они вроде как и очень похожи, но в то же время и очень разные. То есть что то. Это у нас NFT Marketplace, но, то есть в дальнейшем, как я понимаю, судя по родмапам и так далее, Territory хочет стать, как это так, типа условно Дискордом Web3, скажем так, там будет там куча децентрализованных чатов, ну прямо вот у них в дапках какие-то беседы, обсуждения, там есть у них в роадмапе медиа-плеер, музыкальный плеер. То есть я это воспринимаю как, знаешь, какую-то вот социальную сеть, да, какую-то. Ну, короче, есть- как типа тумблер, если помните, о чем я. Ой, типа, о Я чем я что-то говорю. не Ну, знаю. такая сборная солянка была из всяких, типа, приложух Web2, там, и Twitter, и все остальное. Ну, Можно ничего было себе. все на одном Да, сайте кстати. подкрутить, и там кросс-постинг, все вот это. Вот, ну Я вот, не знаю такого проекта, но по описанию очень похоже. вот, Но ну, это, вот что-то это типа из того. старого, а из нового, ну, похоже на Lens протокол. Мгм, То есть, мгм, типа, это мы набор знаем. дапок, Это всяких мы знаем, интересных. Да, уважаем. только, ну, как много проектов в космосе, насколько я знаю, Territory называют это, кстати, племенами, то, что ты Мгм. объясняешь. Да, И да, они, да, вот да, эти да. вот племена, они должны развиваться, там, вот, эволюционировать. То есть, по Типа сути, сами с если собой. перевести это на внятный язык, да, то, господа разработчики, юзеры, приходите к нам и делайте у нас, как бы. Ага. То есть, а мы сами там вот Да. L1 держите. Вот, у меня есть Убийца вопросы, то эфира. есть, Omniflix тоже в данный момент это marketplace на космосе, да, то есть там, как условно, может торговать NFT-шками и за Atom, там и за Flix, и еще за какие-то токены, но они хотят вырасти тоже в какой-то такой вот, знаете, как социальная метавселенная, что есть. То есть у них идет углубление, я так понимаю, что даже, то есть кто получил, по-моему, дроп Фликса, им еще насыпали NFT-шек на кошель, Мгм. каких-то игровых. Проходочка, наверное, куда-нибудь, Да, опционал, то есть и да? они там что-то там, Whitelist какая-то уже есть шмакон. какая-то игрушка, где можно побегать, но это с расчетом на какую-то метавселенную, где ты сможешь там Мета даже там. да, что-то типа того, что, то есть, вы в метавселенной встречаетесь, можно будет проводить метапы какие-то там, общаться и так далее и тому подобное. То есть, и все это как-то к играм подвязано, вот, и так далее. Вот, и поэтому для меня эти проекты довольно-таки похожи. Причем у них total supply, что у того миллиард, что у этого миллиард по токенам. И вот как бы у меня возникает вопрос. Знаете как, зачем делать вот этих кучу блокчейнов, делать условно одинаковых дабок и так далее? Это для того, что условно, если я сделаю свою дабку на атоме, то комиссия будет капать атому, а типа я хочу забирать комиссию себе, и поэтому давайте-ка мы на SDK свой поставим блокчейн и будем просто забирать себе комиссию, и пусть это все происходит у нас на блокчейне, или как? Вот, знаете, какое у вас мнение по этому поводу? Я вот, знаете, хотел у вас спросить у обоих. Слушай, ну вот по Territory у меня лично действительно есть сомнения в необходимости этого L1, потому что каких-то ярких своих фишек у них я не вижу. То есть там есть какая-то идеология,
Ну, она как бы, если тебя, вот, не знаю, вдохновил их, не там, грубо говоря, стиль там, да, так Слушай, мне вот, кстати, у Мгм. Territory стиль очень нравится. нагенеренный, Они там, стильные, да. японский Да, такой, да, на да, да, да. искусственном интеллекте, значит, То есть стиль нагенеренный. прикольный, Да, базара то ноль. есть они же сделали сразу NFT-коллекцию Riot, У них это, кстати, я вот и почитал, это же игра, и у меня то есть возникает есть опять такой элемент. вопрос. Зачем? Вот, Ну смотри, как? нет, там еще, понимаешь, если бы... Зачем люди играют в старые игры до сих пор? Я вот Так играю это там, не, не знаю. знаешь как, вот для меня это выглядит, вот условно есть там, как там, Star Atlas, да, там, Мгм. они еще там даже не в мейне, ну, то есть это будет проект на Unreal Engine 5, да, кто там еще есть помимо Star Atlas? BitCountry у нас, да, там долгая разработка, то есть вот это прям, ну, игры, то есть, да, вот это вот play to earn настоящий. А там, то есть, смотри, у тебя есть Riot NFT, тебе либо ты купил, либо тебе насыпали какой-то дроп NFT-шку, и вся игра вот эта P2E заключается в этой NFT-шке, то есть там даже, ну, нечем побегать, Не-не-не, нечем они попрыгать. планируют, там же все это персонажи, у них есть обилки, то есть там каждый NFT, там у меня, например, там чувак с ядерной бомбой, то есть Мгм. там, я не знаю, Вот он я что-то... прочитал, что не будет никакой графической оболочки, будет это условно Это вот, карточная игра. ну, типа, Ну, так слушай, Hearthstone. камон, Hearthstone, это моя Б- любимая игруха. Слушай, ну, Ты помнишь Heroes of Might and Magic? Там была игра башня в Да, да, да. таверне. Я могу там сутки залипать вот на этой молнии, которая рушит башню соперника. ладно, короче, убедил, это на убедил. каждого найдется свой особо не любитель. разбираюсь, что там внутрянки, но просто со стороны это выглядит как обычная конкуренция, просто на новом блокчейне. Да, так вот, ну, Типа, кто-то выстрелит, кто-то нет, кто-то уйдет, кто-то кто-то придет. неизбежно Да, пропадет канет в с лету, радаров. как Да. про Heroes Making Magic. А вот про Omniflix хочется добавить. Я, кстати, это услышал на одном из голосовых чатов Cosmos Ecosystem от Posthuman Validator. Им Кстати, приходите, всегда да. респект. Респект, приходите послушать, по очень интересно. воскресеньям. Очень интересно по воскресеньям, да. По воскресеньям стабильно уже, по-моему, какой-то там 80 что-то там. Походу нет, юбилейный будет в это воскресенье, 80-й, походу. В прошлый раз был 79-й. Завтра, не знаю, мы, наверное, видео не успеем. А может, если успеем, обязательно слушайте. Да, ну Вот, а если и- что, приходите, получается, на 81-й. Самая главная фишка Omniflix была еще до релиза, то есть сейчас уже понятно, майонет едет, там всем уже что-то раздали там дропы, там какие-то произвели там стрим-свапы и так далее. Там, то есть это была замена Ютуба, и, ну не только, естественно, там все намного шире. Да, целая то есть экосистема. они И прям то есть там была медиа. фишка, Ну, что, видеохостинг такой. да, и при Да. этом ты смотришь, и ты получаешь фликс. И тот, кто сделал видос, из-за того, что ты смотришь, ты тоже получаешь Мгм. фликс. То есть выгодно делать контент и выгодно потреблять контент. То есть если бы я получал доллары за каждый час на Ютубе, Я бы уже миллионером был бы, Ну. минимум. Смотрите нас на площадке Flix. скоро, сум. Скоро. Тебе. Почему мы на YouTube тогда выпускаем наши видосы? Не-не-не, подожди, мы сейчас переедем на LensTube и на LensTube, Flix. и Мы везде, да, конечно. одновременно будем двигаться везде, так что, ну, просто YouTube как бы привычно. Да, привычно. да, слушай, я правда тебе скажу, как бы не хотелось двигаться в Web3, но масса людей двигается в Web2. И у Web3 просто на самом деле на данный момент пока что не хватает обширности контента. То есть его очень мало, он очень узконаправленный. И то есть не хватает вот, как это называется? Либо криптоны, либо еда, да? Да, не хватает вот этого жевательного контента, знаешь, когда ты включил, ни о чем не думаешь, там чипсиков похавать, что-то посмотреть, там, я не знаю, условно, Вилсакома какого-нибудь. То есть вот этого, да, очень не хватает. Но это, я уверен, что это будет немного в дальнейшем. Поэтому мы на YouTube, чтобы больше людей привести из Web 2, чтобы они интересовались и пользовались, а не просто спекулировали этими всеми приложениями. Так Да, ну, что Фликса в целом, я слежу, я еще буду посматривать. За Терри-то я пока охладел, но, естественно, если ребята выкатят какую-то новость Слушай, интересную, ну я там, вот, я ее не пропущу. я за ними послежу, говорю, мне очень нравится, потому что они на самом деле довольно-таки, ну, стильные. Мне нравится стиль, когда, то есть, технологии это все здорово, но когда это красиво еще выглядит, это круто. Это все Ни круто. в коем случае нельзя этот фактор опускать. Мгм. Где, Да. где люди, там и жизнь. И из головы вылетела мысль по поводу территории. Что у них там по новостям вообще было что-нибудь? Слушай, вот да, у меня возникает вопрос, все, я вспомнил. То есть я им даже написал разработчикам, ребятам пообщался, и большинство из них сейчас все уехали на какую конференцию, господи, прости? Париж. ЕТХ, Денвер. Да, Париж, ЕТХ, Денвер. То есть кому сейчас не напишешь разработчикам, там типа, ребята, через неделю, через две у нас все уехали. Ну там турне целое. у них Да, сейчас. то есть, ну я вот с кем-то из... Денвер, Париж, Берлин, извини, что перебил. Вот, да. Три конференции за То есть, месяц. Да, и поэтому все говорят, потерпите, но я вот прям вышел на разработчиков, то есть я хочу позадавать им конкретные вопросы, пообщаться по поводу их дальнейшего развития. Да, пусть просто
если открываешь roadmap, что у Flix, что у Territory, они по roadmap идут. То есть, что А. запланировано, да, то есть у Ну, них уже прям, хорошо. что запланировано без опозданий, там, они следуют. Но мне бы, лично мне, хотелось бы видеть больше каких-то новостей, именно связанных с их платформой. А то есть, что заходишь к Фликсу, да, там, не знаю, Они в Твиттер. ретвитики делают, да? Да, Там, да, типа, да, вот что космос. к Territory, что они делают ретвиты, либо вот, смотрите, у нас там вышли космопанки у нас на дапке. Да, ребята, вот эти там, Вау. знаешь, космопанки, вот эти NFT-шки, ну вот уже вот здесь. Ну вот хочется Без видеть... утилити, да? Да, Какого-либо? да, да, вот хочется видеть какой-то прогресс, то есть, да, что вот мы не стоим на месте, мы двигаемся. Но пока, на самом деле, вот только реклама NFT-коллекций каких-то, репосты с общих космосовских каких-то новостных пабликов, и так далее и тому подобное. То есть никаких прикольных... Ну, подождем, да, то есть, Получается, возможно, ждем, может... не Да, ставим да, может быть, крест. я просто многого чего-то хочу и многого требую, может быть... Не, ну как, ты же написал там, как дела разработчикам, они такие, слушай, а ты ждешь халвинг? Ты такой, жду, ну вот и мы ждем. Да, у них вот, кстати, допустим, у Territory, да, они как биток, да, у них раз в год халвинг, и будет выпуск токенов сокращаться на 1/3 каждый год на протяжении, слушай, не ошибаюсь, 7 лет или больше, пока, короче, не выйдет весь supply у них, будет постоянно сокращаться. А ту комиссию, которую они заработали, ну, на комиссионных сборах своих, они будут забирать и сжигать периодически для поддержания своего токена. То есть, Естественно, по пропозалам, и я бы потому что я бы комьюнити сказал, нравится. что, ребята, сжигайте комиссию, уже пора. Вот, ну да, то есть, если смотреть по цифрам, то хай у Фликса примерно там $2,5, 2,6. Сейчас он центов по 7 примерно стоит. У Неплохо. Territory 70 центов. Сейчас он стоит, по-моему, по центу. Да. Что-то типа того. То есть, Цент. вот и считайте, у Territory 70 отрицательных иксов, у Фликса 25, да, правильно посчитал? 25 Негатив, отрицательных иксов. Вот. примерно. Но, кстати, честно говоря, я думаю, это все равно норм. И если кто-то следит, и если вдруг кто-то когда-то думал о том, что вот надо бы подобрать, мне кажется, сейчас самое время. Но это, как всегда, ни в коем случае не... Не Да, финансовый да, да, совет. никогда Мы меня не... вообще их никогда не даем, если Да, честно. да, да, то есть, как бы не факт, что, точнее, факт, что надо меня не слушать, но как бы я вот как бы уже приглядываюсь о том, что мне кажется, что вот еще чуть-чуть, и мы какой-то увидим там какие-то телодвижения, скажем так. Слушай, близится закат. Territory Omniflix, понял, следим. Как говорят, самое темное время перед рассветом. Да, это мы еще много раз С языка можем снял. упоминать, да. Ежедневная Да-да-да. фраза такая, знаешь, уже полгода. Да, ну то есть, если там условно обсуждать их токеномику, она тоже у них похожа, то есть не было никаких ICO, IDO, это я ненавижу. То есть, если контора либо блокчейн предлагает тебе закупиться их токеном перед каким-то мейном, не надо. Ну, типа, это херня полная. Ну, на мой взгляд, само собой, это сугубо мое мнение. Если у вас иное мнение, либо у вас есть какие-то мысли по этому поводу, милости просим в наши комментарии. Мы всегда рады пообщаться и выслушать любую точку зрения. Поэтому welcome. И, кстати, на этом моменте можете поставить лайк и подписаться на наш канал. Да, если вы будете усредняться всеми нами обсуждать токены, то, конечно же, можете завалидировать это в нашего валидатора. Само За что собой. вам большой-большой респект. Да, безусловно. Вот. Да, если, то есть, говорить о каких-то там токеномиках и так далее, они похожи между собой, что у Фликса, что у Territory, там, знаешь, процентовка может быть разная. То есть у Фликса тоже халвинг будет какой-то там, только не как у Territory, вот не помню, к сожалению, какой Ну, именно это в целом соотношение. здоровая функция. Да, да, то есть если вы не делаете халвинг, не... Господи, как называется, скажи мне. Дефляция? Да, не следите за инфляцией, дефляцией и так далее, то зачем нужна ваша экономическая модель, собственно говоря? Тогда это вырастет действительно Слушай, в большой мыльный пузырь, он лопнет, и ваш блокчейн закроется. Тут Ну, вот как главное бы, помнить, что это все комьюнити-драйвен проекты, то есть да, инфляции, дефляции, там, так далее, всеми процессами управляется посредством пропозалов, и поэтому
Следите, не ленитесь, господа, изучайте токеномики, смотрите за нынешней обстановкой, голосуйте по пропозалам, либо делегируйте валидаторам, которые не пропускают голосование, потому что от этого в том числе зависит жизнь ваших инвестиций. Слушай, ты знаешь, как еще, мне Завернул кажется... конкретно. Да, а он любит. Я ученый. Знаешь, как тут еще важно понимать, что есть два, там, мне кажется, типа людей, знаешь, вот классически, есть два типа людей. То есть, либо ты какой-то там спекулянт-абьюзер, и тебе все равно в целом, да, на пропозал и так далее. То есть тебе важно купить, продать и так далее. А если это твоя жизнь, и если ты хочешь участвовать, да, в экономике как вот, 22 века, или как это получается там, ну, то есть в экономике будущего, туда не поленись, зайди проголосуй, зайди почитай, зайди там, не знаю, в Discord, пообщайся с сообществом, спроси у разработчиков. Как правило, это все очень общительные люди, и нет такого, что я разработчик, и я там с юзерами не общаюсь. Нет, очень крутые всегда люди, вот с кем я не общался, очень френдли, очень классно. То есть, если тебе хочется жить этой жизнью, жизнью криптовалютчика, знаете, Работай в криптовалюте. да, тогда увлекись, почитай, разберись. Не знаешь, спроси. Ну, как-то так вот. Нет, в целом у Космос Экосистем самый активный интернет-блокчейнов и единственный, кстати. И именно Да. по голосованию, по количеству идейных людей, которые живо интересуются проектами. То есть я думаю, во-первых, спекулянты в целом к космосу не очень лезут, а во-вторых, нас точно не смотрят, потому что у нас видео не называется 1000 иксов. Эти альткоины сделают в этом году. Подписывайся и ставь лайк. Мы трейлер потом нарежем из этих слов, знаешь. И потом скажешь, что именно это я и впаривал весь час. Слушай, кстати, по поводу еще, ты говоришь, теплой атмосферы и так далее. Этот видос будет выходить после нашего видоса, где мы были на Атомбале. И если вдруг вы не смотрели, вот, посмотрите, как мы классно провели время, каких крутых людей мы встретили, с кем мы пообщались. Вот, зацените прошлый видос. Мне кажется, вышло очень здорово, очень вот как раз-таки тепло, по-домашнему. И в целом космос экосистем так и работает, так и живет. Как-то так. Вот. Что касательно вот Omniflix и Territory, я думаю, можно в целом подзавязать разговоры. Я вот те вопросы, которые меня интересовали, я в целом услышал. И вообще, если как бы кто-то из нашего, да, сообщества хочет подробнее поговорить про эти проекты, да, Omniflix или Territory, да и вообще любой другой проект, который вы хотели бы обсудить, либо чтобы мы его обсудили, пишите в комментарии, мы обязательно разберем эти проекты. Вот. Что, Юрик, а ты что принес? Отстрелялся. Что там в космосе? Да, Слушай, да. Ивет, Что там? Вот мы послушали тут парочку-тройку проектов, и там и какая-то токеномика есть, и экономика. А как же SEA Network? Чувачки, вы Слушай. вообще слышали за это? Подожди, это те самые цыгане, у которых самая большая амбассадорская программа на просторах Web3, да? Это не просто самое большое, чуваки. SEA Network за год — это 300 тысяч фолловеров в Твиттере, это 300 тысяч комьюнити в Дискорде, это 70 миллионов транзакций в тестовой сети, более 7 миллионов кошельков активных, которые постоянно что-то там краны дергают и так далее. А что юзеры хотели-то? Что-то кошельков много. Так вот, SEA — это L1 решение в Cosmos Ecosystem, которое, как ее соуфандер, Кофаундер. да, директор говорит то, что, чуваки, наша цель и миссия — создать самый быстрый экономичный блокчейн для торговли, для DeFi сектора. Вот, и они к этому стремятся. Короче, в чем вся фишка? У них нет токеномики. Ну, слушай, она, наверное, есть, просто она не Единственные цифры, не по которые нашу есть, вот я честь. их назвал. Ее пока, ну, давай скажем ну еще так, про фонды. Ее просто не представили еще. Да, она находится в секрете. То Они есть- в мейне уже, да, если я Нет, ошибаюсь? они не в мейне. Уже не в мейне? Мейн, как Я думал, заявляет что в мейне команда, должен был быть летом, типа осень-лето, Вот, ой, весна-лето, вот, а мне видимо казалось, да. лето-осень. Но тем не менее, разработка Ну, это пилится, нормально. Слушай, мне кажется, они успеют экономику Да. как раз до этого момента допилить тогда. так она допилена стопудово, они Ну, просто слушай, ее не на выпускают. CoinList Да. выйдут, и там О, вот ре- экономика появится Про- сразу. Не говори при мне это богохульное слово вообще, никогда не произноси это богохульство. Слушайте, так вот, здесь, короче, спич поинтересней. Есть цифры там каких-то социальных медийных штук, есть цифры вложений, более 120 миллионов баксов в них Это вложили. фонды занесли. Да. Еще Слушай, а вот это становится интересно. вот, и как бы оценка Достану проекта еще больше от этого. То есть, типа, мы имеем 120 лямов на разработку, мы имеем 300 тысяч человек в комьюнити. Что еще нужно? Вера? Нужен релиз
Нужен релиз, да, конечно, Функционал. безусловно, многие ждут там, типа, скажите хоть что-нибудь. А у сеи 250 партнерств за год. О, вот это уже Вообще с звучит разными еще более структурами, с впечатляюще. DeFi, с GameFi, со всякими кредитами и прочим. Вообще, с чем только можно в космосе запартнериться и с другими сторонними. Там даже ноу-кодинг какое-то агентство недавно припартнерилось, которое будет, знаете, как Zero Coding есть, типа, вот когда ты, короче, создаешь приложение без кода, ну, просто блоками приклеиваешь, и вот Ну, и как такую, сайт собираешь уже да, и вот с такую же готового штуку блока. они себе Мгм, зафрендили, мгм. чтобы тоже ты мог, допустим, там потом уже поверх сеи что-то создавать, даже если ты там не супер программист на Solidity. Вот, короче, это все, вот как ты говоришь, пузырь. Прикинь, какой пузырь, ничем не обоснованный, только комьюнити, только какие-то фонды, разработчики, бла-бла-бла. Это все круто. И вот тут у меня в голову пришла крутая идея. А биткоин чем вообще поддерживается, кроме веры? Слушай, В нем ничем. кэшфлоу нету, стейкинга нету. Че, 21 Но у него миллион есть миллион качество. монет. У него есть качество. Окей, то, что он всеми признан. Ну, у многих монет уже есть Да, это и качество. он хочет там в глобальном мире стать там типа заменителем драгметаллов и так далее. Ну, типа, да, цифровое Круто. золото. Так он держится просто на нас. Типа, мы верим в биток. Да, Вот, да. пожалуйста. Я Типа, верю в чуваки биток. верят в то, что проект будет топ, огромная комьюнити на этом держится, и он работает. Все адмиралы, капитаны кайфуют, ГМ и Нет, так ну, далее. Да, это, да. это геймификация процесса, то есть пока она как бы экономически не подкреплена, то есть потому что нету майонета, нет токена и так далее, так далее, так далее, функционала нет, но уже на данном этапе можно видеть, что если это их маркетинговая программа, то Да. она очень интересная. Она раз- очень раз отработана круто. Столько людей целый год в ней крутится, как бы получают там какие-то плюшки, фишки, там звездочки, не знаю, там NFT-шки наверняка, да, там что-то такое же раздают там в тестнете. Конечно, в тестнете очень много фаз было интересных, как и в социальной программе. То есть, типа там от морячка до майора, там делая education всякий контент, ты получаешь какие-то значимые тестовые NFT-шки. А там вообще, по-моему, это у сеи или нет? Типа там какая-то, что они разработали вообще какую-то топовую амбассадорскую программу, там у них целый там какой-то сайт отдельный под это, или это не у них? Слушай, был, это не у них помню. было, да. Чё-то Короче, что- Чуваки от них, по-моему, Да, сделали от amp. них. точка- То есть что-то, да, там какой-то, они да. как раз-таки очень круто позиционируют себя как для начинающих криптонов. Вот, допустим, сея — это отличный старт, если ты ни в чем не разбираешься. Мгм. Ты залетаешь в сообщество, где тебя всему научат, все покажут, все расскажут и проведут за ручку просто по всем вот тестнетам, по всем основам, короче. И это плюс еще все в космосе. То есть я сам там целый год сижу уже в Дискорде там с ролями амбассадорскими. Очень классно. Конечно же, суховато из-за того, что вот затягивается майонет и токеномика, суховато стало. Но, тем не менее, все держится. Тестнет на всех площадках. Миллионы кошельков можно прикрутить. Уже там есть мосты в полигон, короче. Там, ну, очень большая система, очень хорошо все пилится. Нодеры тоже наши говорят, ну, все четко работает. Никогда не обваливается, все постоянно, типа, как часики тикает. Так что я думаю, это будет проект бомбовый. Вот, как бы... И одновременно с ним хотел рассказать про другой проект, Нибиру. Планета вот эта вот Планета за солнцем, Нибиру. которая с вампирами. Вот наши, как сказать, шестеренки в новой децентрализованной машине экономики, в общем. Почему Вот. их вместе хочу взять? Любитель Потому завернуть. что это вот две стороны медали. Один проект с офигенным сообществом, совсем раскрученным, но без токеномики. И другой проект с четко построенной токеномикой, потому что это блокчейн конкретно для торговли с кредитными плечом, с кросс-чейновыми бриджами. Это просто ультрадекс, который хочет там побороть DYDX. Вот. Мгм. И они То есть прямо пилятся прямая конкуренция DYDX. абсолютно. Они в мейне, нет? Нет, еще не в Тоже мэне, не в они мэне. также разрабатываются, но у чуваков конкретно все идет по плану, по роудмапу. Чуть-чуть также затягивают с мейном, ну как бы медвежка никого не щадит. Они также сказали, летом выйдем в мейн, но сейчас уже я так пообщался с командой, говорят, сентябрь-октябрь. Слушай, а ты говоришь, что экономика представлена, а дроп-то был, будет, что-то я вот не помню. На дроп выделено средства. Выделено, то Да. есть еще ждем, да? Дроп. Нейтрон был. Всем Да, вообще. Нейтрон был, Дроп да. всем вообще, конечно же, такой инфы у меня Всем точно дроп. нету. А, рек-дроп будет. Да, но там есть заложено 8% на, типа, соответственно, реварды Мгм. пользователям. Пользователи тестнеды, нодеры, амбы, вот все, кто участники, стейкал там монетки тестовые, наверняка что-то получишь. У них там и глимка была, и все на свете. 8% немало. Да. Ну и фишка А какой total децентрализации. supply? 1,5 миллиарда токенов ниби. Нормально, нормально, да, слушай. Вот. В чем фишка? Они заявляют себя децентрализованной биржей, потому что у них 60% в комьюнити отлетит токенов. Вот, 26 на разработку, и остальные, по-моему, там вот типа на реварды и
соответственно, и- фондам. И, наверное, в эти 60% там эти пулы ликвидности и вся вот это вот будет входить, да, наверное, в эти 60%. Нет, Да. 60, если сообщество, Это- значит, это на реварды Да. стейкерам, На реварды стейкеров, на конечно. дроп и На то есть дроп комьюнити 80%. драйвинг пул в трежери. скорее так. Ага, Да, ага, да, Все да, именно да. так, потому Мгм. что, как бы, когда они выйдут в мейн, они будут давать свой токен за все, за участие в платформе. Торгуешь, То полюбас есть будешь ты реварды как бы получать. Это мы сразу, любим! как сказать, участвуешь непосредственно в делении дохода протокола. Да, стейкинг и пулы ликвидности обязательно будут награждены. Это прям там прописано в токеномике. Мгм. Вот, что еще интересного там я вспомнил? Ну, как и вся команда космических наших платформ, они также поехали на все эти вечеринки. Главное Вот. же общение, это Да. интероперабельность. Вот, прокатились по всем вечеринкам, посмотрел фотки их, нормальные ребятки. Вот, прям в голове крутится, забыл. Про фонды еще циферки назвать. Короче, чуваки в прошлом году в сентябре получили скромно $8,5 миллионов на разработку. Ну, как скромно. Для нашей ситуации и для космоса в целом, ну, нифига себе бабки, на самом деле, на разработку блокчейна для биржи. Вот, но тем не менее, фонды, там есть статейка, скину в описание, CoinDesk. Короче, многие фонды оценили проект в $100 миллионов, его Мгм, стоимость. мгм. И еще будет второй этап инвестирования, вот примерно летом-осенью. Ну, Еще докинут. Кстати, ты говоришь, 8 миллионов не так уж мало. У территории капитализация 1,8 миллиона, типа. На данный момент. Да, ну на данный момент, когда она была и побольше, Немаловажно. типа, но на данный момент, да, До это... того, как она сложилась в 70 раз, понимаешь? Слушай, была еще меньше, это сейчас поднялась. Там Да, была был что-то... миллион. Там я лям, точно там помню. 900 тысяч было. Сейчас уже, смотри, почти Да. 2 икса сделала капитализацию, лям 800. Мгм. Оно живое. Поэтому 8 шевелится. миллионов, как бы на фоне вообще космосовских проектов, на мой взгляд, ну, очень хорошо смотрится, на самом деле. Слушайте, ну вот на фоне вот фонды, не фонды, там, CoinList, Вована, любимый, вот Мгм. вообще, как сказать, ланчпад, да? Ну Вот, как, то не есть, он накормил всех? Арчвей всех накормил. Нет, да, сейчас Подожди. Арчвей всех Я вот накормит, теперь да? хочу перейти к этому хайповому, модному L1, еще одному на космосе. Вот, и что у них вообще, что такое Archway, ребята? Кто-нибудь в курсе? Вообще, вот вы знаете, что он Я вообще вот от делает? тебя То есть, хотел послушать. Ну, то есть, Archway такой L1, и давайте-ки... Я знаю, дроп давайте-ка- раздали. Дроп раздали, Вот, да. я знаю. Рек-дроп через CoinList, рек-дроп прямой на кошельки, в общем. Я бы назвал это не дроп, ну, типа, мы не забыли вас, пользователи. Мы не забыли вас, пользователи. Если вы гоняли там Да, кучу да, да. денег через XLR мост, если вы там стейкер, или, боже упаси, вы разворачиваете смарт-контракты на Terra, то вам насыпали Arch, вот, там, мне насыпали 25 токенов. 25 токенов, пока я клеймил, осталось 20. Ну, все бы не беда, если их не продавали на CoinList по 20 центов, а потом просто залили на осмозис, где он уже стоит 13. То есть, понимаешь, сразу сходу, а люди там занесли денег и Ну, ждут вестинг разлоков. Ну, и вот что же делает Ну, там Archway? ликвидность маленькая пока что на том же Слушай, осмосисе. всем, кому надо, те покупают, продают. Как только добавили в CoinGecko, это произошло вчера, там суточный объем торгов за 140 тысяч долларов. Нормально. Ну, кто-то Там с спекулирует. ликвидностью, да, то есть оно там, ну, то есть живой обмен, оно там не зависшее, то есть там не купил и не продал, или продал и не купил. Там в обе стороны все работает. Так вот, Archway, они что делают? Они делают L1 для разработчиков. Вот, казалось бы, вот Territory делает тоже там, да, там вот, пожалуйста, мы хотим то-то, давайте делать там игру, NFT, Marketplace, DEX, это все что угодно. Вот у нас L1, готовьте. Чем отличается? Отличается тем, что у них заранее вшито поощрение разработчиков. Мгм. То есть из всех комиссий, то есть 50% идет в самые активно используемые дапки. Мгм. То есть ты такой сделал какое-то предложение на Archway, и я не знаю, там вот каждым блоком производится там комиссия за транзакции всюду и везде в Archway, там тебе, если у тебя есть пользователи, идет поощрение. А Ну, отличная пользователям, мотивация вообще. да, идет поощрение, но на самом деле, мое личное мнение, как ты говоришь, там и у Nibiru это есть система, она вообще на самом деле сейчас уже распространяется, то есть поощрение incentivized и то есть делегаторам, и юзерам, и разработчикам. Это, кстати, и у Элмоса в токеномика, это 3 столпа. Не, то ну есть, как бы, разработчиков любого проекта. пилите на нашем блокчейне. как бы. Да, ну то есть я не вижу чего-то инноваторского. То есть они говорят, у нас есть защита там от civil атак, там, от спам атак, там, в Мгм. виде там какой-то минимальной подкрученного газа, там,
у нас есть система сдержек вознаграждений, то есть там в пользу наиболее популярных дапок. То есть, ну, по сути, это тоже замануха игровым моментом. Ну То есть, да. если ты Слушай, сделал тот же дапку, которая Evmos. пользуется, ты больше от Archway забираешь. То есть, если ты привлек юзеров на этой дапке, то тебе, ну, как бы весь протокол капает. То есть, например, возьмем, да, у тебя 10 дапок, и вот там вот 1000 человек юзеров, 1000, а у тебя 10. Значит, по сути, тебе другие подскидываются, как бы. Но они при этом хотят, как бы, сделать круче и тебя обойти, чтобы им подскидывались. В этом что-то есть, но есть ли в этом что-то новое? А если я разработчик, вот условно, да, если я разработчик, решил я сделать 10 там дапок, одну дапку свою, зачем мне идти к Archway, чтобы я получал там, ну, от них какие-то бабки, да, условно, если я могу поднять свой блокчейн на Cosmos SDK и сделать на нем свою дапку? Нет, ты не хочешь поднимать блокчейн на Cosmos SDK, ты вообще не хочешь с блокчейном заморачиваться. У тебя есть ну, классическая все, я схема понял. В какая-то случае, вот именно в интересная. случае такого, да, Я не знаю, безусловно. тамагочи, а тут Всё, тебе говорят, всё, вот тебе всё, я консенсус, вот тебе вычислительный Вопрос слой, снят. все дела, заходи в Archway, мы тебе денег насыпем, потому Всё, что я у нас понял, тут есть сообщество, которое мы Мгм. с помощью CoinList привлекли. И они теперь хотят очень пользоваться нами, знаешь, там типа, ну, посмотрим. На самом деле у ребят, ну, стильный дизайн, по моему еще личному мнению, слишком много там опора на дроп, что вот это там с парашютиком летят монетки. Ну, в целом, типа, что такое арч? Это там сокращение от архитектора, типа, они архитекторы Web3, архитекторы блокчейна. Там что-то с аркой еще связано, насколько я знаю, там, типа... Они там еще голосование, там год назад проводили, типа, арч, это все-таки арчер, типа, или все-таки архитектор, там все проголосовали, молодцы, что это архитектор все-таки. Ну, в общем, какая-то там стилистика у них есть, какие-то свои фишки у них есть, но пойдут ли туда разработчики, никто не знает, чем они их еще будут заманивать. Слушай, оно позже будет видно. То есть сейчас, знаешь, когда уже всех медвежатинка потрепала, у всех, знаешь, один нерв остался такой, который болтается, знаешь, уже там с глазом вперемешку. То есть поэтому, да, ну, движухи мало, и, возможно, даже нету понимания, как этим пользоваться, как это приспособить. Но как рыночек и живет, мне кажется, оно и сразу станет ясно, что нужно сообществу, что нужно разработчикам, а что никому не нужно и что отлетит. Что нужно пользователям, потому Да. что, типа, Вот. разработчики пилят на десятилетия вперед, а будет ли это пользоваться вообще как-то? Да. Кто-то пересилит, кто-то не досилит. Это, ну, как везде и всегда. Вот хочу немножко разбавить свой, можно сказать, такой исключительно со знаком минуса спич про Archway тем, что все-таки часть дропа ушло на Strategic Pool, на поощрение разработчиков. То есть можно прийти за грантом, как минимум за этим. Слушай, в территории раз. тоже на это, кстати, Ну, выделено, причем Вопрос объемов нормально. и как бы насколько Не, базара ноль, адекватно конечно. его получить. То есть там и чтобы немножечко, так сказать, разбавить эту вот картину, кто-то пойдет. Вот есть информация официальная там с Твиттера Archway, что скоро выйдут в жизнь 15 дапок на Арче. Среди них Referrals as a Service, NFT, Mempools, Velocity, бла-бла-бла. В общем и целом, это NFT маркетплейсы, что-то там, ну, в общем, Как классическое, обычно. стандартное, но есть одна фишечка, она меня зацепила очень интересно. Referrals as a Service — это, по сути, соцпаблик Web3. Ну, как бы, мне кажется, немножечко мутно, что в целом такая штука, это официальная и как-то, ну, типа, такая, одна из основных новостей. Но, по сути, то есть это, ну, ты можешь накрутить рефералов куда угодно с помощью этого сервиса. А знаешь как, мне кажется, кто первый признает, что как бы все пользуются накруткой рефералов и скажут: так, чуваки, Подожди, я сказал, что это про соцпаблик, я не знаю, что это. вот, да. То есть, и когда кто-то скажет: так, чуваки, ну вот здесь вы можете на блокчейне взять и как бы накрутить все рефералов, кто первый сознается, тот больше всех и заработает на этом. Вот, мне Слушай, кажется, стыдно, Они когда- просто потом сольют всех, короче. Стыдно, когда видно. Типа, Как бы, блокчейне же никто ничего не знает, никто ничего не видел. Как бы, ну, прикольная задумка. Слушай, эти сервисы все равно живут, и они будут нужны. Ну, то есть я просто хотел сказать, что есть уже на подходе 15 дапок, какие бы они там не были крутыми. Astrovault, я вот, если честно, подробностей пока не знаю, но вот оно уже вышло в мейн. Astrovault уже работает. Блин, и Archway вышел в мейн, но почему, я не знаю, нет каких-то листингов или какой-то движухи? у них Вот я сейчас не понимаю, будет, как будто замерли, короче. не, у них сейчас будет разлог с коин-листа. Слушай, не соврать, плюс-минус через 10 дней. То есть там сейчас у нас
сегодня 21 или 20 июля, то есть вот у них там что-то там... 22-е. 22, извиняюсь, да, 22. Вот у них что-то там прям в начале августа, по-моему, там вот идет разлог с коин-листа, и я думаю, что тогда пойдет движуха, и она в основном будет о том, что кто-то ректанулся Слушай, ну жестко. мы так всегда ждем событий, целый год ни хера не было вообще. И типа, а тут давайте и дроп, и не дроп, и листинг, и свечку наверх. Да просто подождем, чуваки и так, наверное, там шокированные всеми событиями. Ну, да, да. До халвинга еще времени достаточно раскачаться. Да, Инвестиции да, в них, да. я не помню точные цифры, по-моему, порядка 40 миллионов у них инвестиций. И О, Нормально, даже нормально так. капа да, вообще. да, то есть у них там два было раунда, по-моему, первый 12,5, и что-то второй там насыпали там 38 или что-то там около 40. Вот. И мне интересно, почем фонды закупали токен у них? Слушай, будь уверен, они до сих пор довольны. Кто-то же продает на Смозисе. Слушай, неон, если я не ошибаюсь, закупали фонды по 22 цента. Люди обычно ты почем? по 20. Я $30 на нем заработал. Ну ты между кит прочим. вообще. Манимейкер, слушай-ка. Вот, как-то так. Ну, на самом деле, я не знаю. Я думаю, что вообще в целом можем, наверное, заканчивать наш третий Table Talk. Да. Да. 3 да. 3 да, пожалуйста, да, консенсус произведен. достигнут. Да, спасибо большое, что нас смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите о том, что бы вы хотели увидеть или услышать в наших следующих видео формата Table Talk. Спасибо, что вы были с нами. Увидимся на просторах децентрализации. До Пока. новых встреч. Всем пока.